Ну, здесь что-то у нас. Настоящая Борензия, том 4. Бумажки разбросаны. Что они делали с этими бумажками? Кто это читал? Сеньоры и сеньориты, приветствую, с вами сэр Холмс, Morrowind Tomb Raider Rebuild. Прежде чем отправиться дальше в путь, хотел бы вместе с вами повторить, каковы мои планы. Сейчас я ищу святилище, последнее место паломничества, которое мне нужно для вступления в храм. Оно располагается где-то здесь. Я планирую сейчас поискать здесь, возможно, добраться до Хилнима. Если не найду, ну или если найду, тоже добраться до него. Вот. Потом, возможно, если я найду его, пропутешествовать в Сейлен, потому что там мне дали задание храмовники. И там у меня еще есть такой квест затяжной, который у меня затянулся. Надо принести голос. Где он? Вот он, голос человеку, который его потерял. Который живет здесь, в районе Сейлена. Или Сайлена. Вот, если же ничего не увенчается успехом, то вернуться в Раньон Рун. Потому что лорд Тилвани местный меня будет ждать, да тем более я вступил в дом Тилвани. Мне с ними теперь в моих же интересах работать. Вот. Но до Хилнима я дойду, наверное, в любом случае, потому что оттуда можно на Хилстрайдере вернуться в Раньон Рун. То есть можно думать уже в Хилниме, куда отправляться дальше. Но еще зайти в Марок, потому что там я тоже один квест забыл закрыть. Сообщить женщине работорговке, что ее рабыня сбежала. Ну вот, а пока что любуемся видами. Тут я еще ни разу не бывал. Дорога на юг, от Раньон Руна в Хилним. Ай! Как ты подкрался нехорошо ко мне. Мне на самом деле не хочется даже этим копьем пользоваться больше. Я его брал, чтобы не залеживалось. И просто оно мне казалось приятным, а то, что оно меня бьет током вместо врагов. Да ну его. Так. Надо внимательно смотреть по сторонам. Вот, наверное, я еще не дошел до места предполагаемого. У меня на самом деле даже были предположения, когда я бегал в окрестностях Хилнима, где это может быть. Но на всякий случай... Знаете, появилось больше смысла сейчас отстрелять... Ух, как он удачно подставился. Отстреливать скальных наездников заблаговременно, потому что мне неприятно с ними сражаться копьем, которое меня же дамажит. Не знаю, мне даже на самом деле не особо хочется его в коллекцию оставлять после такого. Его мне подарили, ну, точнее, это было платой за мои услуги в гильдии магов, ой, гильдии бойцов, то есть Акаморы. Ой, не попал. Мухи маленькие, трудно выцеливать. Вот, и... Гильдмейстер говорил, вот, какое замечательное копье, оно хоть и простенькое, но я не видел ничего подобного. Вот это, кстати... Ой, ой-ой-ой. Муха. Черт. Отстань. Надо будет глянуть, может у меня в закромах еще какие-нибудь интересные экземпляры оружия завалялись. Может быть, это святилище? Надо проверить, что это за место. Алит, что с тебя можно? Ничего интересного. Нет, не то. Перепутал, вместо лука достал копье.
Так там можно позахватывать их души, в принципе. А, еще у меня плохо с запасами ингредиентов для зелий восстановления маны. Надо тоже что-то с этим сделать. Так, что это у нас за место? Библиотека Телванни. Ой. На меня не нападут здесь. Я, помнится, в подобное место заходил не такое уж длительное время назад. И там на меня напали. Ну, тут вроде нормально сейчас. Вроде бы то место тоже, да, Телванское было? Но это было до вступления в дом Телвани. Сейчас, может, меня радушнее примут. Но я знаю, что я был ранен. Окей. Переоденемся в парадную форму. Здравствуй. Добро пожаловать в Великую Телванскую библиотеку. Ты бы хотел, чтобы я открыл барьер? А что за библиотека-то? Ну, это Великая Телванская библиотека. Здесь хранится много знаний и много книг. Некоторые обычные, некоторые очень редкие и ценные. И... ну, видимо, все написаны экспертными магистрами, поэтому на этот счет можешь не беспокоиться. Я отношусь к своему долгу как страж двери очень серьезно. А как пройти-то? Пустишь меня, дружище? Да, я понял, что ты служишь с радостью. Дому Телванни пусти. Или ты уже? Нет? Призрачный предел. Ну-ка. У вас эти ворота так же, как призрачный предел сделаны, что ли? У тебя, похоже, с интеллектом все в порядке. Ну, я додумался, да? Можешь войти в Великую библиотеку Телванни. Спасибо. А что вообще слышно у вас тут? Слухи — это не мое дело. Может, что о себе расскажешь тогда? Спасибо. Говорит, что я заслуживаю того, чтобы войти. Вау. Интересно. Так, ну давайте взглянем, раз уж. Можно, кстати, зелье пока что тут изготовить, раз уж я зашел. Я планирую оставить одну ступку и пестик только с собой, потому что, как я замечал ранее, таскать с собой целый набор, по идее, крайне неудобно должно быть. Вот, и в угоду... Да что такое? И так запасов мало. О, вот так вот даже. Так, неудачно давно у меня не получалось с маной. Ладно. Слушайте, это, наверное, не баг, то, что у меня теперь вот с такими эффектами варится обычное зелье восстановления маны. Возможно, это как раз эффекты оборудования Грандмастера, Тайного Мастера. Ну, в общем, вот, да, как Денисов верно подметил, что это действительно с собой все таскать неудобно. Я оставлю только вот эту ступку и пестик. Ну, пусть пока будут Грандмастера, чё уж, мне мелочиться все-таки. А остальное оставлю у себя в тайнике в старом Эбенгарде, в убежище. И, возможно, буду приходить как раз домой, так сказать, чтобы наварить побольше зелий. Давайте взглянем, что тут. Вот ты выглядишь как тоже пришедший. Здравствуй, друг. Рад тебя видеть, мудрый агент. Это библиотека Телванни.
Пришел вкусить настоящую магию. Ну, возможно, с кем имею честь. Я Фарас Атрен. Я знаю эту библиотеку с самого ее возникновения до сего момента. И знаю ее каждую полочку. Время от времени я думаю, что ее бы неплохо сжечь, потому что я буду единственным, кто знает все ее секреты. Но я не глупец. Понятно. Что у вас слышно тут? Гизаш и Динара. Такая приятная пара. Защищающая нашу. Вот я даже не знаю, как это правильно. Мини-копия призрачного предела. Но если тот призрачный предел, он с большой буквы, да? Который вокруг Красной горы, то этот с маленькой, то есть... Это действительно какая-то призрачная ограда, скорее. Нашу призрачную ограду, да? Да, эта призрачная ограда держится на месте душами усопших библиотекарей. Они были очень могущественными магами, и поэтому практически невозможно сломить ее без разрешения Телвани. Конечно, у нас нет времени стоять рядом и охранять ворота целый день, поэтому у нас есть стражи врат. Понял. Может, что посоветуешь, посекретничаешь интересного? У нас не очень много специалистов в библиотеке. Мы все эксперты, магистры и знаем много о каком-то конкретном только субъекте из учения. Что до секретов-то... Никакой на самом деле не секрет, что Дилвам Сарион говорит всем, что он станет следующим мастером-библиотекарем. Посмотрим. У вас тут какая-то история, да, тоже? Давайте взглянем, что тут у них. Почитание ашлендеров. История скинения орков. Так. Легионы мертвых. Да, интересно, что тут тилванцы читают. Вабаджек. На языке сладов. Тут ничего не понятно. Можно попробовать это озвучить, конечно. Как-нибудь прикола ради. Вот как оно написано. Это я умею. Запертый чердак. Может хоть... Здравствуй. Болтать тут с вами долго не собираюсь. Дух Нирна, бог и смертный. Вот интересный заголовок. Ну, вы знаете, я в последнее время так много на это потратил времени, на вот перевод вот этих вот 3 книжечек, которые к этому моменту там карты. Это стих. Карты островов Телвани, Телванский документ гостеприимства и... Что там еще было? Вылетело из головы. Ну, вы поняли. 3 последних книжки до этой серии. Что сейчас не особо меня тянет. О, кстати, тут без левитации не... Ага, я понял. Это вот как раз, наверное, для умных людей книги тут, да? Если не умеешь в левитацию, значит, ты недостаточно умный. Гид посадит море. Я ж не упаду вниз, если у меня кончится. Расовая философия. Черная перчатка лимонада. Тут действительно есть какие-то экзотические книги относительно, но не особой ценности при этом, да? История Дагерфола. Ох, интересно. История Дагерфола, черт возьми. Ой, а так можно было?
Я нечаянно схватил. Ну ладно, пусть будет со мной. Это интересно, действительно, может. Зачитаю попозже. Может быть, даже верну вам книгу обратно. Так, все, вроде тут ничего такого особо меня заинтересовавшего нет. Посмотрим еще, что тут наверху у них. Ух ты, довольно обширная, смотрите, какая библиотека. Ну да, тут 2 крыла у нее. О, вау, вау. Хух-хух-хух. Последний урок. Как же это все интересно. Большой соблазн взять это все и не озвучить, не прочитать, но... О, среднюю броню улучшил. Кость. Часть первая, подожди. А что, только одна повышает? Ну, может быть, я читал уже до этого. О, король Эдвард. Черт возьми. Седьмой. А где 5-й, 6-й тома? Я вроде бы на 4-м как раз остановился. 5-го, может, не существует в природе просто. Здравствуйте, а вы тут главное, да? Да, я пришел. Может, обучить чему-то? А с кем имею честь? Скажите, пожалуйста. Я Авонни Трелас. Я скаут, поэтому я знаю все важные локации в этой области. И все по поводу близлежащих регионов. Только не порти мои карты. Угу. Вот спросить бы ее про святилище. Я даже не помню, как оно называется. Слушайте, дайте-ка я с ней поговорю немного за кадром. Просто тут много тем, и мне хочется в это все вникнуть получше. Если что интересного будет, включусь. Ну, мы неплохо так разговорились, как вы видите, с ней. Но из наиболее интересного... мне хоть наконец-то объяснили, что такое Малагриат. Это, по сути, северная часть полуострова. Вот этого севера-востока, ну где, короче, мы с вами пребываем. Вот она говорит, что ну, его контролирует Телвани, но небольшую часть контролируют проклятые имперцы из Firewatch. Телвани во всей их красе. Про море призраков ничего не говорит, кроме его местоположения. Окружает северное побережье Моровинда, на севере отсюда очевидно. А вот интересно про внутреннее море зато. Это воды, заключенные между континентальным Моровиндом и островом Варденфелл. Их называют внутренним морем. Перед извержением Красной горы Моровинд был единым массивом суши, а после извержения земля треснула, и таким образом возникло внутреннее море. Хотя кто-то говорит, что Вивек затопил землю, чтобы убить акавирских захватчиков. И оно образовалось так. Что звучит более правдоподобно или приятно слуху твоему. Вот. И что на берегу озера Баэти, кроме Дуринуаки, в которой мы уже были, есть еще ну, какие-то там деревни рыболовов. Вот, например, Хлабулор еще есть. Ну и еще все, что она может сказать, это... Хлабулор — это очень маленькая деревня на восток. Это деревня рыболовов. Особо ничего я больше не могу о ней сказать. Она весьма маленькая. Или я это уже говорила. Вот так вот.
И раз уж так пошло, может еще что-нибудь про традиции Моровинда расскажешь? Ну про то, что тут не любят чужестранцев, я слышал. Просто, ну, что-нибудь посоветуешь, может. Здесь много специалистов в библиотеке, мы все эксперты. Ну это я тоже слышал. Можно пообучаться у них. Секрет какой-нибудь, может, поделишься? Мы вроде в хороших отношениях уже. Делвам Сарьон говорит, что станет мастером, да? Ну, посмотрим, да. Это я тоже слышал. И она так еще интересно завернула, что вот эти все куча регионов, они находятся... Вот, ну, библиотека буквально стоит на перепутье их. То есть из нее можно много куда дойти в разные регионы. А что про саму вот местность окружающую скажешь? Ну, здесь не особо много интересного. Ну, исключая эту библиотеку, конечно. Сама по себе библиотека разделена на две башни. Восточная башня состоит по большей части из книгохранилища, и западная часть — это там, где большинство из нас проживает. Понял, экономика, чем вы живете тут? Мы много чего знаем, и мы рады этим делиться с тем, кто хочет платить. Ну да, в общем-то, справедливо. Услуги какие тут, кроме, может быть, тренерства есть? Прошу прощения, но книги мы продавать не можем. Нам нужно хранить коллекцию нетронутой. Но есть несколько людей, которые, возможно, захотят тебя потренировать. Я стырил книгу одну, я думал, можно брать. Хорошо, что никто не заметил. Так. Расскажи о обитателях. Мастер-библиотекарь, конечно же, Ульвон Гирвайн. Он бывший советник, но он вместо этого избрал стать главой библиотеки. Он очень мудр и добр, но он всегда где-то витает в облаках. Другой человек, люди, которых стоит упомянуть, это Динара и Варден. Динара — страж. Ее характер... Черты характера, видимо, не очень хорошие. Но по большей части можешь ее игнорировать. Неужели все наемники такие невежественные? А что за мастер у вас, библиотекарь такой интересный? Он сейчас в своем кабинете на платформе на верхнем уровне его башни. Хорошо. Ты, по-моему, тоже, да, можешь чему-то научить? Я уж забыл за всеми этими репликами. Может, какие-то конкретные места тут есть интересные. В библиотеке давно потеряться, не правда ли? Вся библиотека разделена на две башни. Вот я слышал, да. И между ними проход. Еще и там гробница библиотекаря. Ух. Какая самодостаточная библиотека у вас. Даже тут же и хоронят библиотекарей. Вот, ну, собственно, и все. Какой твой... должность, Холмс? Нет, прошу прощения. Возможно, позже, когда будешь более высокого ранга, но не сейчас. Очень жаль. Не хотят меня тренировать. Так. Ну да, тут это, конечно, все интересно. Я, наверное, все-таки что-нибудь зачитаю. Потому что, ну... Где это еще можно сделать
лучше, чем в библиотеке, так сказать. Тут у нас что? Warped West. Короче, надо будет подумать, что выбрать еще. Пока что давайте осмотримся еще. О, это там метаморфозис, да? Да, у меня такой есть в коллекции. Банитовый. Ну тут прям богато у вас все. Вот. Проход в другую башню. Это кухня? Ага, кухня. Чудесно. А из кухни можно дальше куда-то? Ничего себе. Запасы всякого тут. Мне аж интересно. Я уже начинаю заблуждаться. Ух ты. Жучиный мускус. Мне вроде без надобности пока. О, гробница. Вы знаете, мне это нужнее, чем вашим мертвецам. Соли пустоты. Туда нельзя, да? Нижние каналы. Наверное, это так можно назвать. Underworks. Она еще и запутанная, эта гробница. О. Чей-то тут алхимический кабинет. Эктоплазму доил, видимо, из своих предков. Тут. Библиотекарей. Ладно. А особо у меня нет желания даже туда. Так. Пока я помню. О, последние ингредиенты, чтобы сварить зелье восстановления маны. А, ну хоть это получилось. О. Даже прудик у них есть тут. Так, я откуда пришел-то, я уже не помню. Наверное, не стоит закрывать за собой двери, так еще сильнее заблуждаюсь. Оранжерея. Здравствуй. Здравствуй, здравствуй. Да, я пришел попробовать магию на вкус. А ты? А я Риард Мегиор. Я просто тут прячусь. Тяжело, когда ты самый молодой, и все дают тебе поручения. Но не говори им, что я тут прячусь, хорошо? Ага, смотри, у него борода седая, он еще самый молодой. Ну, все остальные, наверное, данмеры уже в возрасте. Ладно, никому не скажу. Я сам люблю прятаться. Не надо было закрывать. Нижний уровень. В принципе, все, тут я обошел. О, а сюда мне можно? А, я же пришел вот туда же. Здравствуй. Привет. Если хочешь, я могу опустить барьер. Но не воруй никаких книг. Мы тут совсем не терпим воров. Ладно, я тут просто поинтересоваться тут пришел, как дела твои. А я Динара Страж. Ты не станешь стражем, если будешь плакать о сломанных ногтях. Если хочешь украсть книгу, будь осторожен. Очень-очень осторожен. Ладно. Что слышно у вас тут? Я тебе говорила, что вор из гильдии воров, который пытался украсть книгу на прошлой неделе, плохо закончил. Ну, давай скажем так, он не скоро покинет это место. Понятно.
А что про шефа своего скажешь? Ульван очень мудр. Настолько мудр, что дал мне полную ответственность за охрану библиотеки. Это лучший способ ее получить. Скажем так, ладно. Спасибо. Было очень приятно. Наверное. Так, подожди. Мне показалось. Это место великого библиотекаря, да? Журнал обновлен. День прошел. Надо поговорить с мастером Митрасом и спросить, что он надумал. Да, быстро день прошел-то. Верхний уровень. Так, я ж тут был уже, да? Да, я тут был. А что-то я не нашел-то этого. Как его там? Столовые. А, ну это жилые помещения, да, у вас? Ого. Да, они вообще неплохо тут в библиотеке в этой живут. Я бы так жил. Здравствуй. Ну, с таким-то нарядом ты должна быть сам неплох сам по себе. Как я тебе могу помочь? Очень приятно, Холмс. Вы? Я Уланил из Фёстхолден на островах Сомерсет. Пусть широкие библиотеки Алинора и Артеума превосходят библиотеку Тилвании. Они очень-очень скупы на тексты кимеров и... Точнее, кимерской и данмерской магии, чернокнижества. Колдовства, короче. А со знаниями, которые я получу здесь, я имею надежды заполнить пробелы в Алиноре. Понял. Про Неревара слыхал? Ничего себе, много информации. Я не знаю, наверное. Это мы уже все знаем. Ну, хотя повторить. Данмер последовали за Велотом в Моровинд. Было много воюющих кланов. Никакого закона единого лидера. Один данмерский военачальник Неревар. У него были амбиции править всеми данмерами. В это время дом Двемер был великими зачарователями, поэтому Неревар с ними сговорился, с кузнецами, и попросил в зачарованном кольце, которое ему поможет. Кольцо давало его носителю великие силы убеждения. Безопасности ради он зачаровал его, чтобы оно сразу же убивало того, кто его наденет, кроме Неревара. Ага, смотри как. Я уже и забыл, что такое Луна и Звезда. Ага. Кольцо было названо Луна и Звезда, и оно помогло Неревару объединить разные кланы в Первый Совет. Позже, как бы то ни было, споры над религиозные разделили Совет. Дом Двемер и Дом Дагот на одной стороне, и другие дома на другой. Думак и Дагот пригласили орков и нордов как союзников, удерживая северо-западный Моровинд, в то время как Неревар собрал другие дома и кочевые племена и пошел маршем, чтобы встретить вот эти вот силы Двемеров, Дагот и западных наемников. Армии встретились у Красной горы, Двемерской крепости. Двемеры были побеждены, и ужасное колдовство там происходило, что привело к полному уничтожению дома Двемер, дома Дагот и их союзников. Неревар погиб сразу после битвы, его кольцо было утеряно. Но альянс Неревара живет в Моровинде до сих пор в виде Великого Совета. Вау, спасибо! Это, в принципе, все описывается в книге «Война Первого Совета». Или, подождите, в какой-то, который, короче, я переводил. О, покои. Подсказочку оставлю справа вверху. Прям все в деталях.
О, интересная тут архитектура. Так, ну покой покоями, а вот Делван Сырьон. Это не про тебя ли говорят, что ты хотел стать главой этого места? Скажи о себе. А я Делван Сырьон, ученый. Я буду следующим мастером этой библиотеки. Ну, ученые могут предугадать такого рода повышение, знаешь ли. Угу. В общем, какие-то собственные темы у них тут есть интересные, но... Меня они в это не хотят втягивать ни во что. Недостаточно еще тут. События подоспели, чтобы меня в них втягивать. Чего слышно у вас? А, ну да, слышал, что эти двое прекрасная парочка. С учеными тоже много о чем можно поговорить. Но я уже наговорился сегодня. Спасибо. Удачи тебе в твоих начинаниях, так сказать. Черт возьми, как же тут много всего. Тут все еще все покой. Тут тоже полно книг. В каждой комнате прям. Так, можно пройти дальше. Здесь что-то у нас. Настоящая Борензия, том 4. Бумажки разбросаны. Что они делали с этими бумажками? Кто это читал? Это ты читал подлинную Борензию? А? Как тебя звать-то? Звать меня Тидрас Тирандус. Я прибыл из Тель-Мусады несколько месяцев назад, чтобы изучить моих предков. Но когда я прибыл, меня просто захватили все эти книги, расположенные здесь. Я просто не могу остановиться, изучая их. Возможно, это нездоровая страсть, но... Разве маленькая страсть может сравниться с мудростью и знанием? А сам ты промышляешь чем? Я аристократ Великого дома Телвани. А, понятно. Как тебе вообще библиотека-то? Среди всех библиотек в Моровинде библиотека Телвани имеет самую полную коллекцию книг, когда-либо собранных в одном месте. Понадобилось 1000 лет, чтобы принести все эти тома, собрать их всех вместе под одной крышей. И это будет монументом гения Телвани и знаний для еще 1000. Также она служит нейтральной зоной для каких-то там интриг дома, видимо. Здесь мы не потерпим плохого отношения к Телвани. Понятно, понятно. Я не сомневался никогда. Что тут слышно у вас? Это я все знаю. Ладно. Я-то думал, ты что расскажешь про подлинную Борензию? Так. Я, да, зря закрывал все эти. Если пойти наверх. Западная башня. Почему закрыта? Я не понял. Ну-ка, открывайте.
еще и замки. Тут кто-то может быть. Тут действительно кто-то есть. Я лишь взглянуть хочу, что тут у вас. Тоже какая-то лаборатория алхимика. Хорошее оборудование. Почему только это все закрыто? Неужто это все тут такие большие ценности? Вот, например, того, что нужно мне, тут нет ни черта. Даже зелья восстановления маны нет. Какой позор, как жаль. Я совсем без маны. Так, ну надо ждать, пока она уйдет. Я не хочу ей попадаться на глаза. Вдруг она меня отругает, что я тут. Я все еще не понимаю, почему тут закрыто. В общем, сейчас я подожду, пока она уйдет. Если что-то будет интересное, тут еще я вам покажу. Если нет, расскажу о той, какую книжку я выбрал. Хотя... В принципе, она ушла. Не, надо переждать. Вот, короче, через мгновение увидимся. Ну, в общем, там были просто ее покои. Я сейчас в поисках книжки, уже есть мысль. Встретил в покоях тут одного интересного тоже ученого. Говорит: приветствую, наемник. Я Ранас Увелеран. Постоянный резидент, эксперт по цивилизации киммеров здесь, в библиотеке. Мои зоны экспертизы — это религия и политика киммеров. Если у тебя есть вопросы, можешь задавать. Если я чего-то не знаю, значит, этой информации попросту не существует. Ну, расскажи о киммерах. Термин — это древнее название Велоти. Перед их трансформацией в данмеров. Слово само по себе означает «люди с севера». Некоторые ученые называют их измененными эльфами, но любой данмерский ученый будет предпочитать прежний перевод. Ну, то есть люди с севера. Если хочешь больше узнать про этимологию имен меров, тебе следует свериться с Annotate. Я не знаю, как на русском это название. Ануат какой-то там. Непровозглашенный, не помню. Я не удержался еще и с ним разговорился. Спросил его про Айлейдов. Он говорит, что Айлейды — это наши кузины из Сиродиила на западе. Когда Велот покинул острова Сомерсет, он наверняка прошел через территорию Айлейдов. К сожалению, для нас существует очень немного отсылок к этому факту. И опять же только из храмовых источников, которые следует считать недостоверными. Ну или недостаточными, как корректнее сказать. Среди Айлейдов было множество разных королевств, таких как Ниналата и Силорн. Как единая раса, их столица могла быть найдена на городском острове в Сиродииле. И их грандиозная башня белого золота все еще видна сегодня. Да. Вспоминаю Сиродиил. Да. Вот, и говоря про Велота, я тут, ну, да, помню, я читал его Евангелие. Ну вот, и спросил его насчет вообще Евангелия. Он говорит: дорогой мой друг, не верь ни одному их слову. Все они, ну, в общем, пропаганда храма, чтобы
им было удобно. Тут все то же самое. Еще я вспомнил про Тринимака в житие Велота, Евангелии точнее. Тринимак был духом предков Альтмеров, который предпочел оплакивать раскол. Вот, кстати, что такое раскол, я вообще без понятия. Если знаете, буду рад, если поделитесь. Он был сильным голосом против исхода Велота. По этой причине Баэтия поглотила его, и из Навоза Баэтии был рожден Малакат. То есть Тринимак превратился в Малаката. Лучший источник по этой теме — это измененные. Я спросил, что за измененные? Он говорит, что Орсимеры были изначально альтмерами, которые превратились в зверорасу, втирая навоз на Баэтии под свою кожу в честь Тринимака, который был поглощен Деодротом. Ну, видимо, Баэтии же и был поглощен. С этой трансформацией орки их вытеснили на север, в землю около Винтерхолда в Скайриме. Многие годы они сражались против нордов и кимеров, чтобы застолбить себе место под солнцем, но им этого не удалось. Но к этому моменту с нахождением Арсиниума и теперь нового Арсиниума они нашли свое место, которое могут называть домом. Вот так. Я уже забыл, где я видел эту книжку про историю Империи, но я нашел главу библиотеки. Он был довольно хорошо спрятан. Уединенно очень. Вот, решил его подоставать еще. Он такой. Прошу прощения, но разве у тебя есть назначение со мной поговорить? Я только тут занят размышлением по поводу путей сохранения знаний нашей библиотеки для ученых Телвании в окружающем мире. Похоже, я могу забыть об этом сейчас. Что ты хочешь? Спросил его биографии. Я Улвон Гилвейн. Но не сомневайся, что здесь нет нужды в представлении. Все наши магистры Теланского района, из всех, я самый отстраненный, в общем. Хотя другие любят вот эти вот крысиные гонки заговоров и интриг, я предпочитаю одиночество в библиотеке. И пусть парламент жуков спорит по поводу силы и золота, я тут медитирую над всей мудростью веков, собранной в этих стенах. И это приятное дело, скажу я тебе. Спросил про библиотеку, он говорит, что центр телванского знания. То есть это реально, наверное, какая-то самая большая их библиотека, да? Полагаю, что если бы ее не существовало, мы бы все сошли с ума, как старая Нарусса. И спросил его совета. Не вступай в телванскую крысиную гонку за место в совете. Бесчисленное количество других пыталось, и теперь они покоятся в могилах. Я лишь рад, что я не часть всех этих конфликтов теперь. Ну, собственно, вот они, книжки про историю Империи. Второй том. Я вынесу это отдельным видео, потому что не соотносится с тем, что происходит. Вот, а вы можете в конечной заставке или подсказочке перейти к этой книжке. Вот, давайте на этом закругляться. Друзья, спасибо за просмотры, лайки, пишите, что думаете по поводу этой библиотеки. С вами был Сэр Холмс, и до встречи.